Мне моя знакомая, и это реальная ситуация, советовала купить эфир. И она умножилась на 50. Когда криптовалюта только набирала хайп, вы сказали, что Полная это правда, да? И что там? Меня постоянно пытаются все на чем-то Ну что же, сегодня 30-й выпуск Гагарин Шоу. Мы все очень необычненькие, но все те же. Владимир Носов, Глеб Ушаков, Феликс Редька. И сегодня с нами невероятный интеллектуал, красавец-мужчина, бизнесмен, филантроп, предприниматель. И, в общем-то, все узнаете дальше сами. Гарик Карагодский! Мы начинаем! Заставку. Я сегодня узнал, кто такие водолазы на зоне. Я сбросил Иваненко, и мы Водолазы на зоне. Да. Вы тоже смотрите вот эти видео, как войти в хату правильно, да? Ну, нужно быть готовым, да. А кто это такие? Это самая опущенная каста. Это когда кто-то кричит: мужик пернул, мужик хочет пернуть, он подбегает, подставляет рот, набирает воздух, бежит к форточке и выдыхает. И если на зоне появился запах... Моя жизнь никогда не будет прежней после этой информации. Иваненко говорит: водолазку не носим. Так вот, вы были спекулянтом, начинали свой бизнес первый, с того, что вы были спекулянтом. Правда ли это? А что это за спекуляции? Это правда. Да, а чем спекулировали? Всем. Он начал со жвачек, а закончил джинсы, одежда, ксероксы, факсы, компьютеры. Сразу же встречный вопрос, Гарик. Да. Что самое главное в юношеской спекуляции? Потому что нас смотрят как бы миллениалы, и им интересно. Вот, как бы... Сейчас разные рынки. Сейчас рынок покупателя, Да. тогда был рынок продавца. Так. Тогда было главное найти товар, а сейчас главное продать товар. Ага, то есть если у тебя есть товар, ты уже красавчик. Если у тогда. тебя есть купец сегодня, Да. то ты красавчик. Все, у нас это тогда было, значит, тебе 13 лет, да? Плюс-минус. Ну, я раньше начал. Да. Раньше, еще. Ну, 13 мне тоже было. Ну, Мы не 13 логика МНА, присутствует. То есть это не как в школе с 3 в 5, то есть 13. Без перескоков было. Но здесь у меня еще У есть... меня сын, знаете, в каком возрасте начал спекулировать? В 4 года. То есть кровь не вода все-таки? Она Нет, как-то кровь не нет, вода. да? Он продавал батарейки из дома по шекелю. Он в Израиле тогда жил. Сейчас в Киеве. Он продавал по шекелю батарейки, которые мы покупали по 4. Но он их просто пил дома. Советский ребенок, советский ребенок. Что-то батарейки быстро заканчиваются. Заканчиваются, причем без остатка, просто растворяются в пультах. Вот что значит все-таки национальность, да? В 4 года еврейский же мальчик, я подозреваю, да? не, На какой 3/4. На 3/4 Кстати, еврейский для еврея мальчик он не еврейский. торговал уже... Почему? Потому что мама мамой украинка. А должно быть мама А мамы... мама должна быть еврейка, тогда он еврей. А Ну, то есть по маме получается. он вообще, он для всех чужой. Нахуй не нужно. Парам-парам-пам. Включая родителей. Да. Но он-то пробился. Что? Но он-то пробился сам, А получается. нахуй ненужные лучше пробиваются. Ну Это- 100%! И это еще один лайфхак от Гарика Карагодского. Ну, никому не нужно, и пробиваются сильнее всех. Ребята, Ребята, учтите. если о вас заботятся родители, попросите их, пожалуйста. Послать Пусть они вас собачьим. пошлют вас нахуй, да. Видите, у них батарейки все. Ребят, я дома. на своем личном опыте наблюдал, как рядом со мной росли люди, которых целовали в жопу, и из них выросло полнейшее фуфло, бесполезное. Вот справа вот Поэтому- это А оно. сейчас вы можете пригласить людей, чтобы вас целовали в жопу. Все верно. Так, а электрик в Московском театре зверей. Да, там было, кстати, охуенно интересно. Во-первых, там мы работали в среде наркоманов. Супер! Ух ты. А это как-то Прям связано как с сейчас. цирком, я извиняюсь. Вот. Это никак не связано с цирком. Это связано с тем, что между ними там каких-то 2 километра. Угу. Сильно не А что связано. значит можно Московский сказать, театр да. зверей? Да, что просто как... Театр зверей, электрик. Актеры мрази были вообще? Работали там исключительно электриками и осветителями музыканты. Какие-то группы, которым негде было лобать, они по ночам лобали в театре и работали осветителями.
Они же научили зайца курить. Меня, в смысле. Вот негодяй, а? Да. Пришел человек... А там был козел, который стоял за кулисами, козел Яша. Он во втором отделении был задействован. И мимо него, чтобы пройти, нужно было ему дать косяк. Он его жевал, а не дать не пропускал. Представляю, на второе отделение ходили все просто. Это Вы не чистый рейд. Во понимаете. втором отделении козел Яша. Козел Яша. Нажравшись травы. А знаете, как слониха Маша была Дурова, такая Наталья Дурова, известная народная артистка СССР. Она же дочь Дурова, известного Льва. дрессировщика. Так вот, она показывала номер, как слониха Маша кланяется детям. Слониха Маша говорит: Машенька, поклонись детям. И Машенька головой вот так вот. А сзади пожарную пику Машенька. Она, ой, блядь. Есть же слова паразиты. Да. И у нас теперь слово паразит пошел по пизде. О, чего? Нормальная фраза. Прям паразит, но- паразит. Да, но оно стало паразитом. Мы уже с ним боремся. Привет, пошел по... Теперь вы меняете, пошел попиздить. А есть еще в холодильнике вчерашний салат? Пошел по... Вот так? Или как? У нас все пошло. Собирались поговорить про криптовалюте, все пошло. А мы разве не о ней? Я думаю, что у криптовалютчиков есть такая же какая-нибудь. Как узнают друг Криптовалютчики, друга. это даже как-то обидно. Криптовалютчики? Не, Ну криптомичики обидно. Криптовалютчики. Нет, это фальшивомичики обидно. Это какой-то накладной рот, да? На себе не показывайте. В этом костюме можно, я думаю, в принципе. Да не, он с самого начала передачи начал пробовать водолаза на себе показывать. Да. Его фальшивые мячики, это уже, блядь, пыль вообще. Мой рот до добра меня не доведет. Да. Достроили ли вы склеп с нюхательным столиком? Нет, он общий строй закончен, остались отделочные работы. Какие фишки в вашем У нас, будущем во-первых, мы склепе? не определились, это будет захоронение живое или кремация. Если кремация, у нас появляется входа, лишние входа, много места. Места много. Экономия можно. Стоит будет сэкономить штучки, чуть-чуть. которые сделали. Да. Ага. Склеп называется. Это склеп, да. Склеп. А что это, где это? На Берковцах, на кладбище в Киеве. Ага. А какого он цвета? Заходите. Он серенький или... Не-не, он желтый. В пятницу, Ну, в пятницу в Киеве. Все. Встречаемся Все, на встречаемся склепе. встречаемся в склепе. Всё. С Владом мы уже все Ты договорились. где, братик? Да я на склепе висим, тут нормально. Место до... Все нормально, огляди. Казалось бы, а нет. А сколько метров нормальный склеп должен нынче Ну, быть вот метров? у меня там 3 могилы, их 3 этажа. Получается, ну да. В смысле 3 этажа? У меня трехэтажный. Есть мастер-бедрум, там, где родители лежат, за подлицо внизу. Потом первый этаж детская и гостевые. И на 3-м этаже курительная. Ну так, А в вы, принципе, слушайте, а вы- получается, если... У меня же концерт оплачен на похоронную пати. Я тоже хочу, чтобы Уже меня не оплачен? хоронили не со А слезами. кто будет играть на вашем концерте? Гус-гус. У меня официально с ними контракт, я плачу им. Каждый год плачу. Все. А если они раньше помрут, что делать? Это прописано, Прописано, в я И что контракте. там? уверен. Если их меньше 2 Играют осталось дети. из состава, то они свободны от обязательств. Фонд «Жизнелюб». Да. Да. Я сегодня, наверное, уделяю ему времени больше, чем какому-либо проекту. Фонд стал национальным. Мы работаем со многими городами в карантин. Что значит работать с городом? Во-первых, мы помогаем технологиями, если кто-то хочет что-то делать. Например. Обучаем, присылаем продуктовые наборы. Вот в карантин раздавали пенсионерам продуктовые наборы, которые прислал «Жизнелюб». Это совместная была акция. Кому помогает фонд «Жизнелюб»? Так вот, первое. Ну, Бабушкам, дедушкам. Бабушкам и дедушкам, да. Бабушкам и дедушкам. То есть Бабушкам это и не дедушкам. дети, Нет, не это какие-то дети, там больные, а без... Это не дети, это не больные, это бабушки и дедушки. Причем мы помогаем как необходимым,
так и, что для нас очень важно, развлечениями. Интертеймент. А можно ли назвать, у нас в парке Горького, вот когда хорошая погода, у нас там, да, в субботу, Я знаю воскресенье. эти танцы, да. Очень круто, на самом деле. Да. Там Это сильно- можно просто расширить. Да, то есть если... Знаете, сколько мероприятий было у нас в тучные годы? Тучные — это когда не было ковида. Мгм. В летний месяц больше 300 в месяц. мероприятий. Да. По всей это Украине. больше 10 в день. Нет, по Киеву. Киев, да? 300 мероприятий Это по и Киеву. английский, и трудоустройство, и фитнес, и йога. И у нас есть агентство моделей «Жизнелюб». Мы их продаем, модели. Круто. Клип Какой возраст ищем. моделей? Это 60 плюс, наверное, От 60 до... да? До победного. Да, до победного, да. Соответственно, вы привлекаете к этому фонду партнеров, кто там, У друзей. нас не просто партнеры, у нас очень много партнеров, мы их всех любим. У нас больше 2000 постоянных волонтеров. Да. Приходят семьями, приходят компаниями, приходит очень много звезд. Приходят на волонтерить, именно волонтерить. Но мы тоже будем с вами дружить в этом смысле. С огромным удовольствием, потому что Вам уже цель некуда круто. деваться, да. Некуда деваться. Слушайте, ну это Понимаете, очень круто, да? я не знаю, но я считаю, что это тут Спасибо. ну, реально очень круто. Я очень увлекаюсь тем, что помогаю людям. Мне это нравится, доставляет удовольствие. Но я в основном помогаю детям. Вот. И... Потом они вырастают, вы же их не бросите. Думаю, их уже чересчур много. Но не брошу, конечно, да. Но на самом деле есть дети, я помогаю одному онкоцентру. И там уже как бы, ну там уже не, ну то есть они вырастают там в этом онкоцентре, потому что как бы приходится там постоянно делать терапию. Вот, и да, с некоторыми как бы уже достаточно долго. Честно скажу, никогда там ни в каких фондах не участвовал. Но больше всего не люблю, когда особенно медийные личности, да, там какие-то звезды там, и так далее, делают шоу, показуху из какой-то помощи или взаимодействия с людьми. Вы не увидите тех, кто помогает жизнелюбу, нигде в шоу. И это условия этих людей. Они просто приходят... Не, например, когда люди кичатся тем, что они как бы вот там... Ну, то разное. Людям что вы любите. Это да. Они Я думаю, помогают, конкретно они я хотят вообще кичиться, похер вообще. кичиться. Есть такая теория, что о благотворительности нужно кричать, потому что если не прокричишь, кто-то забудет, не поможет. То есть ты придерживаешься теории, что если ты помогаешь и что-то делаешь, то нужно, соответственно, об этом кричать. Нужно кричать. Возможно, кто-то еще поможет, да? Да. Ребята, мы там, в общем, должны были сегодня кое-что анонсировать. И я предлагаю, что прямо сейчас мы нашим зрителям и Гарику показали кусочек нашего будущего проекта. Собственно говоря, мы снимаем еще в параллели художественный сериал. И вот я сейчас покажу тебе небольшой тизерок, и мы впервые презентуем его нашему зрителю. Вот уже, значит, в А конце... есть же такой криптостих. Паренек, паренек, покажи свой тизерок. Это Пошли экспромты от Гарика. Это было Ну вот, подготовленная собственно говоря, Гарик, шутка. презентую как человеку творческому. Держи. Наши любимые зрители, этот тизер мы скоро выложим еще в более широкой версии на канал. Также мы скоро на канал выложим сериал. Пишите комментарии, лайкайте, ставьте Ждите колокола, первую серию сериала. Отправляйте ссылки бабкам в Viber, чтобы они тоже смотрели нашу передачу. И, кстати, у нас очередной конкурс для вас. Вы можете в комментариях задать любой вопрос касательно криптовалют за самый интересный... Во-первых, на самый интересный вопрос мы ответим, правильно? И дадим Макларен. Ну, чуть меньше. Мы дадим вам Все, за в криптовалюте. И тут Чё уже же вступает в игру Так, Гарика в этот Владимир. момент вырезать надо и Владимир. звук, и как бы и целиком. Надо пообещать что-то людям. Мы обещаем, значит, За за самый интересный вопрос. 1000 доги. Гарик, поговариваю, что на старте, когда криптовалюта только набирала хайп, вы сказали, что это полная хуйня. Полная И я щас это правда, подтверждаю. да? Ну, она стала... Может, она похудела чуть-чуть, но... Ну вы как вообще? Мнение у вас поменялось спустя года? Нет. Ну как, это одна из отраслей экономики, которая занимает, вы знаете, какой процент, кстати?
О, это интересно. Сколько в мировом объеме, например, экспорта, если там сопоставить мировой экспорт и крипту. 0, А вы знаете, запятая, кстати, сколько в крипте денег крутится? 1 Да. триллион. Больше Сколько? 1 триллиона долларов на сегодняшний день. А 1,1. если вы ошиблись больше, чем в 2 раза? Обоснуй. По моим данным, на конец года меньше 400 миллиардов. Нет. Так это на конец года. Нет, даже на Ну, даже который на был. Было, а мне больше уже было. Уже было больше, Было конечно. больше 400 было, да? Да, но биткоин на сегодняшний день стоит уже 40 тысяч долларов почти. 37,5. Я знаю, я слежу. Но биткоина нет. Чисто из... Не, я, да. Ну, как бы в Фейсбуке пишет, у нас подорожало, у нас подешевело, я вижу. А, в этом Да, смысле. ну, У так него-то только дорожает. То есть вы считаете триллион, да? Ну, это не я считаю, это считают несколько крупнейших фондов и банковских групп в мире. Меня на... Тогда это, я думаю, если это те данные, которые вы говорите, правда, это где-то больше 2% уже. А вы знаете, что... да, чуть Да. больше 2%. Да. Это тоже мы знаем. А вы знаете, что... А вы знаете, что я охуенно считаю? Я знаю, что я тоже неплохо. 150 Я плюс выше. 150. Что? Вот так вот, видите? Да. Вы не ответили на вопрос. Так почему вы считаете, что крипта это хуйня? Ну, 2%. Ну, это не хуй. Это так же, как пшеница, металлы, только меньше, чем пшеница, металлы. Пиздец. Ничем не отличается. Гарик, а ты понимаешь вообще суть технологии блокчейн, которая стоит за криптовалютами? Это надо. Я знаю, что нужно вовремя купить и вовремя продать. Полная. Полнейшая хуйня. Смотри, я еще рот не Спекулянтская. открыл, ты уже готов был сказать полная хуйня. Ты ждал просто, чтобы попасть в липсинг. так Честно, сказать. да. Я видел, да. Я заготовил и ответы. ну. Да. Вот я знаю, что есть долговая тетрадка, это блокчейн. Нихуя. Есть копия этой... Да это я знаю, что ты скажешь, нихуя. Вот смотри. Ты даже мог Я уже на сказать, низком. у Я меня уже на низком. Ну, можно я попробую? Я не понимаю, что такое блокчейн. Можно я попробую тебе рассказать? Да. Вот эта вся история купить-продать, это все чисто сугубо спекулянтский интерес. И как любая инновационная история, она в первую очередь к себе привлекла всевозможных спекулянтов, мошенников там, и прочих всяких ребят, которые с умным садятся, рассказывают тебе про ультратехнологии, все дела. Вот, ну, как бы, а все это сводится к тому, чтобы просто поиметь тебя на бабки. Можно я отвечу? Я забуду то, что ты сказал. Да. Полной воды. Да-да-да. Чистой воды. Чистой Чистой воды. воды. Полной воды, Да-да. чистой воды. Вот. Смотри, что ты говоришь? Что я говорю, что Да-да-да, блокчейн... но я- А ты говоришь, что блокчейн привлек людей, которые рассказывают о блокчейне. Да, так я ж не Так- закончил, подожди. Эта технология впервые дала миру возможность хранить реестры данных, передавать ценность без возможности вмешательства третьих лиц, без возможности изменить и переписать. Это единственный такой инструмент. Ну, я Переписывается понял, то вся... есть блокчейн это то, что без рук не объяснишь, история это вот, знаешь, я вот очень люблю историю. История такая, которая переписывается через поколение приблизительно. И вот многие всякие вещи переписываются. Блокчейн — это та история, которую ты не перепишешь. Та история, которая имеет децентрализованное расположение, то есть она децентрализована с точки зрения расположения вот этого хранения этой всей информации. Вот, то есть, соответственно, она по-своему Такие же неистребима. увлеченные люди в шляпах рассказывали, когда изобрели штрих-код, что теперь не будет воровства. Не, Вот штрих-код. не. Смотри, объясняю сразу. А чё в шляпах? Что? Почему шляпа? А, Да. только из-за этого. Да. Мексиканцы придумали штрих-код. Когда придумали штрих-код, Да. воровали же в основном эмигранты, часто русские эмигранты воровали из Союза, воровали в супермаркетах сигареты блоками, потому что их легче всего продать. И когда изобрели штрих-код, думают, блядь, это победа. Это было поражение, да? Да, знаете, что воровство увеличилось, усилилось? Конечно. В связи с чем? А его отрывали на штрих-код просто. Так вот. Оторвут. Так вот, смотри, это получается такая штука, которую ты не можешь оторвать, потому что ты ее не можешь пощупать. Ее невозможно спить. Это раз. Второе. Любая база данных, которая стоит за каким-то централизованным органом, организацией, компанией и всем прочим, какой бы Apple
там не был сверхзащищенный и такой, типа, мега там толерантный по отношению к клиентам и так далее, все твои фотографии, там, где ты голенький, хранятся в одном сейфике. И если рано или поздно, как бы, эта информация понадобится, они ее достанут, посмотрят на тебя и скажут, какой симпатичный. Я, кстати, не скрываю свои фотографии голенькие, я хвастаюсь. Я образно говорю. Я Может тоже. быть, там, например, там где-нибудь что-то экстравагантное, например, там с козлом Яшей вы там что-то там В сидите. галстуке, например, ты делаешь. Этот человек казнил свою Кто тебе жену в рассказал Шотландии. про Там козла? есть что-то более экстравагантное? Влад Иваненко. Он водолаз. Вот. То есть, соответственно, получается такая история, что так или иначе, твоя информация и все вот эти вещи, они принадлежат кому-то. И мало того, что здесь полбеды, что они владеют этой информацией, может быть, они до конца своих дней как бы будут эту информацию хранить и никогда никому ничего не выдадут, и никогда Я ничего не верю. Ну вот смотри, и никогда ничего не подменят. Но все равно такой риск остается, потому что это не децентрализованная система, а блокчейн децентрализованный. И в этом заключается ключевая история. Он децентрализован, а безопасность хранения вот этой децентрализованной истории распределена абсолютно по всему миру. До последнего включенного ноутбука где-нибудь в розетку в Северной Корее это все будет работать. Скажи, Да. вот есть твоя теория. Это не Ваша. теория, Хорошо. это есть- факт. Есть твой факт. Да. Есть народная мудрость. Как быть с народной мудростью? Отменить ее? Какая народная мудрость? Да Какая? что Если на сини- всякую если хитрую сини- есть хуй с винтом. Что? Скажешь, что? А? С винтом. В ходе, значит, вот этой всей движухи, то есть появления вот такого децентрализованного еврейства, хотел сказать, реестра, появилось, значит, это все произошло, как бы, да, в рамках блокчейна биткоина. И биткоин, собственно говоря, это такая ценность, которая через этот реестр, значит, передает ценность, вот. А майнеры, по сути своей, как бы, это ребята, которые предоставляют вот эти мощности для того, чтобы вся эта штука существовала. Из этого получают отчисления. Меня Награду поймали свою. родители один раз за майнингом. Скандал был. Лет 14 было, да, наверное? Не, меньше. Меньше, а... Ну, когда начала майниться, Вот. И дело в том, что на протяжении существования вот этого всего процесса, то есть майнеры майнят, ценность, значит, летает. дрочеры дрочат. И появилась, соответственно, понятное дело, как бы появилась масса хейтеров, которые сказали, да, блядь, это все хуй. Там же у вас есть возможность там атаки, уязвимость 50, да, вот такие. Это более глубокие такие ребята с познаниями. То есть они такие, типа, да, атака 51%, да, там вот это, а если 5, а если 10, а если регулятор, а если страна запретит на государственном уровне, банки, все дела. И биткоин хоронили. Я даже не знаю, на самом деле, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях под этим выпуском, сколько раз за 12 лет хоронили биткоин. Так вот, каждый раз, значит, появлялась какая-то новая теория, что это все хуйня, она не работает, это наебало. Сейчас появится Сатоши Накамото, скажет всем, ха-ха-ха, я пошутил. И Значит, вольет в стакан. да. И вот, собственно говоря, мы... А кто это на кому-то? Это тот, кто придумал. Это псевдоним создателя алгоритма. Он когда-то его выложил на форум и сказал, ребята, смотрите, весь мир перевернется. А сколько стран, кстати, легализовало крипту? Уже 0? более 20 стран. Ну, прям Нет. вот закон, Да, что у нас. да. Опять вот 2 раза. Глеб просто ни в крипте не разбирается. Виски со льдом. Виски со льдом. Это да. Я же готовился к эфиру. 9 стран. Да, ну вот, собственно говоря, поэтому, смотри, эту всю историю нужно оценивать с точки зрения технологии, которая стоит за всем этим. А вот это вот вся купил, продал, выросла, упала, это для У меня, кстати, можно полштанины отстегнуть. О, Я вспомнил о технологиях. А у меня носки разные, смотри. это что, легким движением? У меня я в Элегантные поездке, и брюки. мне дали одинаковое. Я всегда хожу в разных. А у нас с Глебом 2 пары, мы поменялись, и теперь у нас разные. Как Гарик экстравагантно может по-разному сказать «мне». Гарик, поэтому, собственно говоря, твое выражение относительно того, что криптовалюта хуй, Да. на 95% правдиво. Ух ты. Почему, ты спросишь меня? А я Да. тебе отвечу. Потому что из всего того многообразия И старцы тебя криптовалют, хочет которые спросить. представлены в рынке, это действительно чистая постная хуй. Есть биткоин и, может быть... в Я первую 3 очередь, слова из 5 это- не понимаю. Смотри, короче, запомни, биткоин это хорошо, Биткоин хорошо, да. биткоин хорошо, эфир неплохо, Эфир неплохо. все остальное хуйня. Так Всё понятно? остальное
Он пришел к отцу и спросил, Что такое пися в хоро- кисю хорошо, а пися в попу плохо. Биткоин. Биткоин. Эфир. Это хорошо. Эфир. Все остальное. Хорошо. А все остальное это пися в попу плохо. Пися в попу плохо. Мне моя знакомая, и это реальная ситуация, советовала купить эфир. Советовала купить эфир лет 5 назад. 4-5 назад. Ну, это в баночках такой. Да. По $4 примерно, да? По 3. Я не знаю, но у нее было несколько тысяч долларов, и она умножилась на 50. Ну, на А сегодняшний я день по уже совету пиздец. сына купил крипты на 40 тысяч долларов. Твою мать, я упал- понял, в чем И проблема. упал в Вот два он, раза. вот почему крипта Потому что купил по 18, продал по 6500. Не, я другую валюту покупал. Какую? Не биткоин. Какую? Я не помню. Как? То есть я помню, но не скажу. Лайткоин. Нет. У меня, кстати, в компании во всех бизнесах только письменная переписка. Никто не может сказать, что я ему сказал какому-то стороннему человеку, а он мне ответил. То есть у нас нет слова против слова, только твердые копии. Еще до всяких ваших блокчейнов. Подожди, ну электронная почта там такое, да? Электронная почта годится. То, что оставляет Можно след. прочитать, да. То, что оставляет след, то, что можно сохранить. Вот Можно у меня на была история сейчас с коллекторами. То есть ты И хранишь, меня получается... добавили в чатик, и они мне начали водить по губам, там, коллекторы. По губам. Выяснилось, что это не вы. Нет, Ну, не вам водят, я в смысле. представился. А они сказали, мы тебя вычислили, Виталик, мы знаем, где ты живешь. Мы твою маму, ты живешь на Островского. Я даже не знаю, в какой город они меня вычислили, кто такой Виталик. Но я быстренько их вывел на куш, все заскринил, все хорошо. Сейчас уголовное дело. Сейчас мы Красиво. будем уже водить этим как кисточкой. Не, А мне считаю, что кажется, надо они водить уже больше. как бы- Я считаю, что надо водить большим в этот раз. В этот раз в ответку должен быть поболее. Маленький кварту королек. Мэр Майами намерен разрешить зарплату служащим в битке. Среди других предложений мэр перечислил разрешение... Кто пишет эти тексты? Перечислил разрешение оплаты местных налогов и сборов в криптовалюте и возможный перевод в биткоин части городской казны. Городскую казну в биткоин переводят красиво. Я не знаю. Я знаю одно, что когда первый человек где-то года 2,5 назад сказал, что хочет сделать донейшн на жизнелюб в крипте, у нас тут же появился кошелек. Мгновение ока. Правильно. Вот, и это уже- хорошо. А потом, когда вы их выводили, оказалось не такая уж и Да? По мэру Майами, что мы подрезюмируем? Молодец, молодец. Красавелла? Короче, слушайте, хайпанул, нормально. А сколько ничего. ему годков, кстати? Кто знает? Мэр Майами. Какая разница? Просто давайте напишем Сейчас ему в кто-то Вайбере, загуглит. скинем ему картинку, молодец. Давайте ему лайк поставим. Все, ставим ему лайк. Да, Есть Лайк, ручка у кого-нибудь, я лайк поставлю здесь. Давайте игру. Вносите нам, пожалуйста, нюхательный столик. Та-да-та-та-та-та-та-та. Что вам нравится из этого? Первое. Что будем отгадывать? Так тут все, я так понял, первое. Тут или- всё вкусно. это разное? Это разное. Тут все вкусное. Да, если вкусное. Это был какое-то марокканское Не, ближе. не советую Блядь. все прям внюхивать, то есть лучше просто вот как бы аромат попробовать и на вкус, потому что сожжете себе слизистую. Зачем? Ковид же. Ну да. Так, что такое? Что это? Очень знакомый запах. Водолаз. Нет, это как-то... Надо четко назвать, что это такое. Подержите, пожалуйста. Пожалуйста, да. Не-не-не, возвращайте, да. Ой, извиняюсь. Да на вкус попробуйте. Это Это в какой-то вафли добавляют. Молчите. в вафлю добавляют. Это Что-то- близко. Что-то сладкое. Да. Не знаю. Да не бойтесь, переть будет совсем чуть-чуть. Да? Да. В смысле, распирать, как водолаз? 2 дня. Да. Я не знаю, что это. Это что вот Ну, вот очень близко, это Сахарная пудра, сладкое. нет? Не, это не пудра.
Вы уверены? Глеб, попробуй. Это А я не сахарная знаю, пудра. Попробуй. Это Вы можете, в сахарная принципе, пудра? угадывать Это сахарная вместе, пудра. но не так же. Ну, Носом ты У сахарную нас пудру всё-таки навряд ли 18 плюс, угадаешь. но не Во вторую настолько. ноздрю ж прикройте, ну не позорьтесь. Она? Ну, это посыпай, да, вот это что. Сахарная пудра, правильно. Да, это сахарная это- пудра. Посыпай. Верните. Так. Я просто Следующая тарелка. слизывал в сахарную пудру все. Нет, бери вот ту вот яркенькую, она интереснее. Хорошо. Вот это просто будет, давай. Да, какие-то кристаллики. Нюхал Да, ли это ты камни, кристаллы. Гарик? А вы знаете, какой палец нужно мочить? Какой? Мизинец. А почему? Ух ты, ё Ну так. Принято, эстетика такая, да? А что вы кирпидон положили, Гарик? Можно по запаху понять. Ой, там мята, ментол, что-то какая-то. Да, а что это? Я думаю, это дробленая ментоловая леденец. Да. Да, абсолютно Да, правильно. это леденец. Круто. Так, 2 из Бледенец. 2 получилось. Да. Леденец я узнаю Бледенец. в любой ситуации. Ух, это какой-то, я не знаю, с Это такого... на перец похоже. Очень похоже Или на на перец, героин. но Героин черный? я не знаю. Я бы поставил еще на карамельный Это можете сахар. пробовать все. Это вафли крашеные. Нет, Карамельный сахар? нет. Это эти, не эти. Это я знаю, что это. Знаете, что Да это? что это такое? а? Это... Сейчас. Это вот эти вафли, не вафли, а как они? Это что? Хлебцы какие-то. Нет. Это что-то со вкусом и запахом них. Это же вообще Это не для людей. бычок. Ну, Это как бы да. бычок Это, перетертый. это вообще Это не для людей. действительно Это не не для людей. Ну, то есть я знаю. А, я уже понял. понял. Это для унитаза кошачьего. Ну, очень Да, близко, это я не правильный могу сказать. ответ. Нет, конечно нет, Нет. конечно. Это бычки Это можно перетертые. есть, но не людям. А, это корм для рыбок. Абсолютно верно! Это Бычки корм для пере- рыбок. А почему ты ничего не пробуешь, Кто? Ну, угадывай. Вова? Почему Да Владимир у Вова нас ничего зожник. не... Что, не- куда ему не корм? Я пробует? зожник, привет. Я ж спорт хуй. Не Это знаю. Может понюхать. Песок? Нет. Давай сюда, давай я Это не попробую. песок. Это песок. Нет. Нет, это Попробуй. не песок. Что же это не такое? Да если Ну, бы лучше это... понюхать сначала. Да? А если нос заложен, то что? Разложить. Песок это то, что останется на Позвонить в кресле банк, после попросить, Гарика. а чтобы Это... разложили на время и потом опять заложить. Ну-ка. Ой, не знаю. Ну дайте еще я попробую, если вы не Ну, у меня- отгадаете, потому что я тоже не все знаю. Я вспомнил, как... Может, это древесная труха? Я Горчица? вспомнил Ты думаешь, историю- реквизиторы нашего шоу прям дерево? Ну не перебивайте, Извини. дайте же рассказать. Вспомнил историю, как Но беременная... это для людей. беремен- Тихо, ну, Беременная женщина беременная попросила своего мужа говна. Говорит, говна хочу. Говорит, зачем тебе говно? Хочу говна. И все, ну беременная же. То есть ты заедаешь вот этим Он- порошком вот он этот достал- порошок, да? он Тебе достал вкусно? говно, принес. Говорит, принес. Говорит, она говорит, попробуй. Он попробовал. Ну что, говорит, говно. Посоли, посолил, поперчил, попробуй, что говно. Не хочу. Вот один в один, блин. Да, ну это же понятно, это приправа, да, вот это вот? Да, Да, понятно, какая? что Хмели приправа, сунели? ты капитан. Это все Хмели сунели? Нет. Сунели Все хмели? намного проще. Это приправа, но намного... Хрен с чем Приправа вот это для едят. Еще рыбы. близко. Приправа для рыбы. Горчица. Горчица, абсолютно я да, сказал, правильно, горчица да, уже. горчица. А я думаю, Не что обрати, я острое не такое? слушала. Губы По пожгло, вкусу на твою мать. горчичник похоже. И, Все значит, взяли горчичник. интрига. А чего? Кстати, с такой же горчицей делали горчичник. Пожалуйста, должно пахнуть хорошо. Ваши, Это кстати, времена, максимально Гарик. простой вариант. Это Не надо- стиральный Да, порошок? Да. Да. Как вам? А что это? Ну а что, теперь, Именно он. теперь у Именно Гарика во он. рту Это альпийский да. лук. Ребята, вы понимали? Гарик, ну и в конце, Гарик, я поскольку прошу вы... прощения, я потом дам еще много воды. Поаплодируем Гарику, 5 из 5. 5 из 5, аплодисменты. Нет, это за два. А подарок это из Мексики привезенный в заднице Владимира фирменный мексиканский кокаин. Это вам, пожалуйста. Пахнет Владимиром, да? Ну что же, как и все прекрасное, собственно говоря, наше шоу тоже может подходить к концу. Но сегодня у нас очень непростой выпуск, потому что это 30-й юбилейный, и сегодня внутри нашего шоу появилось еще одно шоу. И вы никогда в жизни не догадаетесь, если я вам не скажу. Сегодня с нами Карафетов шоу! 30-й выпуск!
диджей, кого? День рождения у тебя в кровати. Я уверен, это будет кстати. И я открою все секреты твои. У тебя красивая помада, из снаряда ничего не надо. Надень розовые бусы свои. Устала, хватит, здесь не прокатит, и ты уволена, на-на-на-на. Виски, рекою виски, и у министров поют артистки, у прокуроров здесь феминистки, а ты уволена, на-на-на-на. Хей! Виски, рекою виски, я поднимаю за самых близких. И прокуроры идут на риски, а ты уволена, на-на-на-на. Come on! Думаю, чего-то не хватает. День рождения, серия 2. И я открою все секреты твои. Что ты хочешь, я не понимаю, и поэтому я покупаю в горох новенькое платье в горох. Танцуем, танцуем, опа! Ты хочешь пати со мной в кровати, но ты уволена, на-на-на-на. Виски, рекою виски, и у министров поют артистки, у прокуроров здесь феминистки, а ты уволен. Вот сюда подходим на ковер, все на ковер. Виски, рекою виски, я поднимаю за самых близких. И прокуроры идут на риски, а ты уволена, на-на-на-на. Опа! Мы поздравляем Гагарин Шоу с 30-м выпуском, с юбилеем! Come on.